Конфликтное переплетение интересов Турции и Израиля в Сирии и в целом на Ближнем Востоке постепенно формирует одну из наиболее опасных линий противостояния на Ближнем Востоке. Обе страны, обладающие мощным военным потенциалом и историческими амбициями, фактически вступили в прямое соперничество за контроль над Сирией, а также за более широкие политические и идеологические позиции на Ближнем Востоке. Ситуация после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года стала катализатором для активизации этих процессов, превращая сирийскую территорию в арену скрытой, но все более открытой борьбы двух региональных держав. Недавние удары израильских ВВС по военному объекту вблизи международного аэропорта Дамаска стали очередным доказательством того, что Израиль готов решительно пресекать любые попытки Турции укрепить свои позиции в Сирии. По данным экспертов, израильтяне уничтожили недавно доставленные системы противовоздушной обороны, которые могли бы обеспечить прикрытие потенциальной турецкой базы или расширить возможности сирийской армии, находящейся под контролем Анкары. Для Израиля появление турецкого военного плацдарма в Дамаске стало бы стратегическим вызовом, поскольку это угрожает изменить баланс сил на Ближнем Востоке и поставить под вопрос свободу действий израильской авиации. Израиль действует не только с воздуха. В первые дни сентября израильские подразделения провели наземную операцию в сирийской провинции Кунейтра, задержав 7 человек и временно установив контроль над рядом поселений. Это далеко не первый случай такого рода. После падения Асада израильская армия систематически проникает на сирийскую территорию, проводит рейды, устанавливает блокпосты и наносит удары по приграничным районам. Все это делается под предлогом обеспечения безопасности и создания буферной зоны. Но с точки зрения Дамаска, такие действия являются нарушением суверенитета и резолюций ООН. Сирийские власти требуют от международного сообщества дать жесткую оценку этим действиям. Однако на практике израильская политика получает негласное одобрение Запада, который видит в Анкаре и Тегеране более серьезную угрозу для безопасности на Ближнем Востоке. На другом полюсе противостояния Турция предпринимает шаги по полному интегрированию сирийской армии в собственные военные структуры. Согласно недавним сообщениям турецкой прессы, сирийские военные будут проходить обучение в Турции по тем же программам, что и турецкие солдаты, а затем продолжать подготовку уже на территории Сирии под руководством турецких инструкторов. В планах также создание военных академий и школ унтер-офицеров по турецкому образцу, что превращает сирийскую армию фактически в подразделение турецких вооруженных сил. Этот шаг Анкары вызывает серьезное беспокойство в Израиле, так как он означает не только укрепление позиций Турции в Сирии, но и формирование на ее территории армии, которая будет действовать в русле неосманской стратегии Эрдогана. Политическое измерение конфликта проявилось и в заявлениях израильских официальных лиц. Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли недавно охарактеризовал действия Турции как часть новой оси зла на Ближнем Востоке, в которую, по его мнению, входят неоосманизм Эрдогана и радикальные исламистские движения, включая Аль-Каиду и братьев-мусульман. Для Израиля это не просто риторика, это попытка выстроить международное понимание угрозы, которую представляет Анкара, и тем самым заручиться поддержкой США и западных союзников. Однако Турция готовится к возможному прямому столкновению с Израилем. В стране развернуто строительство бомбоубежищ во всех 81 провинции. Официально – для защиты гражданского населения. Но фактически – для обеспечения выживания политической элиты и командования в случае масштабных ударов. Этот шаг показывает, что Анкара воспринимает угрозу серьезно и готова к эскалации, хотя и не обладает сопоставимыми возможностями в сфере высокотехнологичного вооружения. Турция внимательно изучает опыт Ирана, который уже десятилетиями находится под ударом израильских сил и вынужден адаптировать свою инфраструктуру к постоянным атакам. Несмотря на демонстративные усилия Анкары, многие военные аналитики скептически оценивают ее шансы в возможной войне с Израилем. Турецкая система ПВО считается одной из самых уязвимых в НАТО. Закупленные в разные годы российские и западные комплексы не интегрированы в единую систему, что снижает их эффективность.
Авиационный парк, состоящий в основном из устаревших F-16, не способен на равных соперничать с израильскими ВВС, оснащенными современными F-35 и поддерживаемыми высокотехнологичными системами радиоэлектронной борьбы. В случае полномасштабной кампании Израиль сможет за считанные недели уничтожить ключевые объекты турецкой инфраструктуры, включая порты, электростанции и склады боеприпасов. Все это указывает на то, что Турция, несмотря на активную военную и идеологическую экспансию, находится в заведомо более слабом положении. Ее ставка делается на союзников, от Катара до ряда исламских движений, однако эти партнеры не способны обеспечить Анкаре реальную военную поддержку против Израиля. НАТО также вряд ли вмешается в конфликт. Западные страны не горят желанием втягиваться в войну с Израилем ради защиты турецких неосманских амбиций. Противостояние Турции и Израиля в Сирии – это не локальный эпизод, а часть гораздо более масштабной борьбы за лидерство на Ближнем Востоке. Эрдоган стремится к восстановлению влияния бывшей Османской империи и закреплению Турции в качестве главного военного и политического игрока на Ближнем Востоке. Израиль же видит в этом прямую угрозу собственной безопасности и готов задействовать все доступные средства для ее нейтрализации. В ближайшие годы Сирия рискует окончательно превратиться в арену их столкновения, которая при неблагоприятном развитии событий может перерасти в открытую войну двух держав. Характер этого конфликта таков, что компромисс представляется маловероятным. Турция не откажется от экспансионистских планов, а Израиль не допустит появления на своих границах новой силы, способной бросить ему вызов. Все больше признаков указывает на то, что Ближний Восток стоит на пороге эскалации, которая может стать куда масштабнее нынешнего палестино-израильского конфликта и затронуть сразу несколько стран. Ниже приведены возможные прогнозы развития конфликта. Локальная эскалация в Сирии остается наиболее вероятным сценарием. Рост числа израильских ударов по сирийской территории, где Турция укрепляет свое присутствие, возможны прямые столкновения между турецкими и израильскими силами на сирийской земле, хотя стороны будут стараться избегать войны на собственных территориях. В случае обострения Турция может попытаться мобилизовать союзников – Катар, отдельные исламские движения, возможно, Пакистан. Израиль же будет опираться на поддержку США, а также на негласную солидарность арабских монархий, обеспокоенных турецким неосманизмом. Если дипломатические механизмы не сработают, возможно открытое столкновение двух стран. В этом случае Израиль получит военное преимущество, но последствия будут разрушительными для всего Ближнего Востока, включая разрушение инфраструктуры Турции, новые миграционные потоки и дестабилизацию Сирии. Формально Турция может требовать поддержки как член НАТО. Однако многие западные страны не захотят втягиваться в войну с Израилем, что может привести к кризису внутри Альянса и ослаблению самого НАТО. Более реалистичным представляется сценарий медленной эскалации без открытой войны, с серией ударов, спецопераций, дипломатических заявлений и наращивания инфраструктуры. Такой вариант способен затянуться на годы, превращая Сирию в арену затяжных войн на истощение. Сирия, оказавшаяся между двух противников, уже сегодня платит высокую цену за это противостояние. Но в долгосрочной перспективе именно здесь может решиться вопрос о том, кто станет определять политическую и военную архитектуру Ближнего Востока в 21 веке. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе о событиях в мире и на Ближнем Востоке.